Всем привет! Сегодня мы будем обставлять квартиру для бабушки с внуками. Разные бывают в жизни ситуации, и вот у нас сложилась такая, что бабушка в своей большой квартире приютила шестерых своих внуков разного возраста. То есть будет в этой квартире и комната для более старших, таких школьников, подростков, и младших школьников, и трех совсем малышей, малышков. Таких тоддлеров, я бы сказала, потому что совсем колыбельки не ставила. Так вот, квартира все-таки за счет того, что она бабушкина, она такая более традиционная, я бы сказала. То есть у нее есть коридорчик, который оформлен именно как коридор, где есть тумбочка, где есть зеркальце, где есть шкафчик для верхней одежды. Я еще и носовала кучу просто обуви, потому что внуков много, и они не обязательно должны быть супер-супер аккуратными. Ну, такая носибельная мебель. Обувь всегда стоит в коридоре просто так. Плюс из этого коридора идет гостиная, которая получилась у нас без окон, потому что она дальше ведет во все другие комнаты. То есть это такая связующая комната, которая ведет в другие комнаты. Есть всего одна ванная, потому что, в принципе, скорее всего, эта квартира не предполагала такого количества жителей, но так уж сложилось. Я думаю, они как-то разберутся, может быть, график построят, как они будут ходить в туалет. Вот, гостиная тоже такая бабушкина получилась, то есть старый диванчик такой, ну, с подушечками, полосатенький, плюс обязательно везде ковры. То есть я поддерживала такую вот историю, что это была, ну, просто классическая квартира, которую давным-давно обставили, ее особо не ремонтировали, потому что, ну, зачем, как бы, это уже не надо, но она такая со столовой, с коврами, с картинами, в общем, какой-то немножко такой вот дух старины там есть, но в которую ворвались дети, которые заселились в две свободные комнаты, возможно, это был кабинет, там, например, дедушки, которого не стало, или детские комнаты, так и были, но как раз-таки детей, а не внуков, которые уже давно выросли и съехали, и они снова приняли новых жильцов. Так что, в общем, квартира такая немножко староватенькая, потертенькая, но со своим каким-то шармом неповторимым. И плюс, как я уже сказала, очень много картин. Чё-то мне захотелось, чтобы их было очень много. Мне кажется, это достаточно характерно для пожилых людей, что-нибудь там навешивать, развешивать, потому что жизнь у них была длинная, насыщенная, интересная. Какие-то там напоминания о том, что было, можно развесить, повесить. И в том числе какие-то картины, которые накопились за всю жизнь. Вот, так что это все, что я могу рассказать об этой квартире. В дополнение хочу поделиться с вами впечатлениями, потому что вчера вышел трейлер нового дополнения, и, честно признаться, я плохо спала ночью, потому что я слишком переволновалась из этого всего. Слишком уж они рано выкатили новый, ну, трейлер, потому что 1,5 месяца ждать, а трейлер классный и дополнение суперское. Я вообще вчера почитала описание, потому что я посмотрела трейлер, я почитала описание, то есть там будут какие-то еще новые задания, какие-то там игровые, неигровые персонажи, можно будет там приручить. Вроде как зайцев и лисиц можно будет приручить, а кого-то можно будет создать. Там, чтобы получить вот эту цветную корову, нужно будет что-то особенное есть, кормить, а там нужно узнать об этом рецепте у кого-то, где-то, чтобы вырастить большую тыкву, тоже нужно знать какой-то секрет, нужно поговорить с местными жителями и так далее. В общем, какой-то сумасшедший, переполненный впечатлениями этот трейлер. Да и многие на самом деле бомбили в комментариях и в видео, что наконец-то, ну почему нет лошадей? Есть ламы, ну почему нет лошадей? Есть как раз таки есть ламы и коровы, но нет лошадей. Ну да, мне показалось это странно, хотя, мне кажется, ламы какие-то более характерные для симов, для четвертых симсов такая история. Но там есть и кролики, и какие-то там цыпляточки, курочки, петушки, это все прекрасно. Уточки, по-моему, там еще есть. Мне кажется, они будут такие тоже типа полуигровые, потому что я видела, там они в пруду плавали, то есть до этого, мне кажется, такого не было. Вот никто не плавал в пруду. И, может быть, нам все-таки добавят возможность создавать пруды, потому что в третьих точно было это дело.
что можно было просто углубить поверхность, ну, то есть вот прямую поверхность своего участка, и образовывалась водичка. И можно было разный уровень сделать, и разный рельеф, и там, ну, как рельеф он создавался, только рельеф вверх-вниз, а тут только вниз, и сразу вода появлялась в какой-то момент. Как только ты углублялся, ну, начинала появляться вода. Я, конечно, это очень жду, потому что пруды из бассейнов, ну, такие себе. Их приходится очень сильно декорировать, очень сильно так вот все заставлять, и как-то, в общем, не очень получается. Плюс, конечно, новые домики, новые крыши, которые очень похожи на город Средиземноморья, насколько я помню, это так называется, во «Властелине колец», такие они типа из земли растущие, какие-то такие зеленые, покрытые. Мне кажется, это просто вот новые крыши это так будут делать, такой эффект, и плюс новые какие-нибудь вот эти вот окна и двери тоже будут добавлять этого антуража. То есть ничего такого сверху пупер-друпер нового не будет, но, конечно же, это очень сильно разнообразит контент. В общем, говорю, это что-то невероятное и потрясающее, и дождаться этого будет очень сложно. И я уже потираю ручки, думаю о том, что Ханна, которая у меня сейчас проходит дневник дизайнера и развивается как дизайнер интерьеров, она разовьет свой дизайнер интерьеров, дойдет до 10 уровня. Сейчас мы пока на 3-м, но вот-вот перейдем на 4-й. Но я так понимаю, что вот на 3-м мы топчемся уже 2-ю серию, и на 3-м уровне, и так и не перешли, то есть только в следующей серии, возможно, нас все-таки повысит до 4-го уровня. Короче, это долгая история дойти до 10 уровня. Вот она как раз дойдет, потом найдет любовь всей своей жизни, они поженятся и переедут в загородный дом. Она типа скажет: все, ладно, я просто буду художником, надоело мне общаться с клиентами, это все равно такая нервотрепка, понравится им, не понравится, какие у них вкусы. Она у меня бегает по всем этажам за этими клиентами, потому что они вроде сначала все собираются, такие: давайте-ка вам расскажу, что нам нужно, а потом куда-то убегают. А нужно все равно узнать, что они хотят. Не факт, что ты попадешь в их вкус. В общем, такая сложная история. Я думаю, как раз-таки пока она догребется до 10 уровня, она немножко устанет, и сельская жизнь как раз-таки станет для нее чем-то таким освобождением. Так что я думаю, что она найдет своего суженого ряженого, мы переедем в пригород, в новый город. Нас ждет еще один новый город. Ой, в общем, мурашки по телу, конечно, бегают по поводу нового дополнения. Вот. Так что уже есть много-много планов, главное теперь дождаться. Там еще какие-то, много новых предметов, понятное дело, много новых действий. В общем, с одной стороны, даже немножко страшновато, что так много нового, а вдруг не получится как-то это все освоить, узнать и так далее. С другой стороны, конечно, это очень интересно. Я хочу большую ферму, я хочу большой огород. Ну, в Симсах. В жизни нет. Не хочу, я знаю, как это сложно вести большое хозяйство, такое сельскохозяйственное. В общем, иметь участок, иметь живность. Это не-не-не, в жизни я такого не хочу. Ладно, мои хорошие, приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео.